Полундра, ребята, это пираты губной гармошки. Добро пожаловать на борт корабля. Я, капитан Харп, вернулся. И сегодня у нас на горизонте сравнение заводской гармоники Хонер 1896 с кастомизированную гармошку. Кстати, мы выиграли на канале Харпер. На нем Семен, капитан канала, рассказывает про различные гармоники, аксессуары к ним, техники игры и прочее. Очень интересно. Подписывайтесь, карамба. Ссылка в описании. А я напоминаю вам, что вышел альбом нашего навигатора Max Neville под названием Infinity Years. Альбом доступен на всевозможных цифровых площадках Spotify, YouTube Music, Яндекс.Мьюзик, Apple Music. Подкиньте монет, то есть я хотел сказать, поддержите нас, послушав альбом. А на горизонте у нас, повторюсь, два прекрасных корабля, один только из коробки, другой уже успел побывать в руках мастера. Первое, что бросается в глаза или в моем случае в глазницы, и ох-охо, так это крышки. Видите на них радужный окрас? Нет, а он есть. Есть на кастомной гармошке. Это, видимо, цвета побежалости, которые образуются в результате появления оксидной пленки после термического воздействия на металл. Ничего не понятно, но очень интересно, а главное красиво. Смотрим на корму, крышки загнуты. Достаточно распространенный прием, который позволяет добиться более открытого звучания, но если честно, стандартные крышки визуально мне нравятся больше. Тем не менее, на более современных судах крышки обычно загнуты с завода, так что смысл в этом видимо есть. Далее гребенка прилично скруглена. Дело в том, что из коробки она идет чуть ли не с острыми углами, поэтому держать инструмент в руках не очень удобно. К тому же зубья гармошки зачастую выпирают, что может неприятно ощущаться во рту при игре. Сложно сказать, обработаны они были в кастомном варианте или слегка сгладились со временем, но в любом случае стало удобнее. Зато, карамба, можно точно сказать, что гребенка была стабилизирована льняным маслом. Что это значит? Морской черт его знает. Хотя, ладно, давайте расскажу. Это означает, что под давлением из полостей дерева выкачали воздух, который заполнило масло, пропитавшее гребенку. Тем самым гребенку теперь меньше поддается разбуханию от влаги, что является, наверное, одной из главных проблем гармоники. Но это еще не все. Эта же часть гармошки была обработана мастикой и, чтобы сбить запах мастики, использовался ароматизатор шоколада. И то достаточно занятное решение, потому что ты играешь и чувствуешь запах шоколада. Да, именно ты, у меня ведь носа нету. И ох-охо. В общем, чуть ли не вкус ощущаешь. Решение спорное, но интересное. Еще одной большой проблемой судна с завода является гвозди. Да, гармошка на гвоздях, что сами понимаете усложняет эксплуатацию. Поэтому помимо пропитки гребенки ее часто пересаживают на винты. И этот кастом не стал исключением. Я вот до сих пор боюсь вскрыть гармошку, чтобы хотя бы ГП под себя настроить, потому что она на гвоздях. Кстати, на кастоме ГП выставлены, это расстояние между кончиком язычка и платой. Простейшая кастомизация, тем не менее даже она помогает заметно уменьшить воздухопотери. И вот мы подбрались к самому главному. Эксплуатация у кастомной модели проапгрейжена, удобство при игре тоже, а как дела обстоят со звуком? Не пошел ли он на корм акуле, после манипуляций? Давайте сравнивать. Начнем с заводской модели. Она на тон ниже кастома, в ключе соль, поэтому делаем скидку на то, что играть на ней по условию должно быть чуть тяжелее в плане дыхания.
Тяжеловато играть, воздухопотери адские, но звучит гармошка классно. До этого момента моей любимой моделью в плане звука была Honor Special 20, но сейчас это однозначно Marine Band. Гармоника драйвовая. Испытаем кастом. Тяжеловато играть, но в целом все равно лишние воздухопотери ощущаются. Зато она отлично сидит в руках, не чувствуются острые края инструмента и почти не ощущается во рту зубья, в отличие от губной гармошки и скрипки. В общем, я каких-то кардинальных отличий не вижу, и скрипки как будто даже звонче звучит. Но в целом я за кастом. Удобно, когда инструмент настроен под тебя. При этом на заводском инструменте играть можно, и по сути основная претензия даже не к звучанию, а к гвоздям и гребенке. В кастоме этот момент исправлен, поэтому я за него. А какие гармошки предпочитаете вы? Пишите в комментариях, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Попутного ветра, пока.